Привет, фанаты BTS. Что именно произошло после концерта Джина BTS, который потряс мир? Почему камера, которая изначально была сфокусирована на приветствиях и единении, внезапно сфокусировалась на Тэхёне, которого видели держащимся за грудь, когда он спускался со сцены? И что еще более удивительно, почему Чингук, который обычно держит свою личную жизнь в тайне, наконец решил открыто рассказать о состоянии своего лучшего друга и товарища по группе? Эти вопросы не только нашли отклик среди ARMY по всему миру, но и начали широко распространяться в социальных сетях, порождая различные теории, домыслы и непреодолимые опасения. Внутренние источники из южнокорейской индустрии развлечений также начали подавать удивительные сигналы. В ту ночь, когда все глаза были прикованы к большой сцене концерта Джина, чтобы отпраздновать его возвращение со службы в армии, один инцидент, который почти остался незамеченным, стал главным фокусом СМИ на следующий день. Ви, он же Ким Тэхён, был замечен в сопровождении медицинского персонала за кулисами после окончания шоу. Несколько местных СМИ, которые имели ограниченный доступ к закулисной зоне, сообщили, что Тэхён выглядел физически уставшим и неуверенным при ходьбе. Проблема быстро распространилась, когда 27-секундный видеоклип показал айдола в черной куртке с бледным выражением лица и пустыми глазами. Видео стало вирусным менее чем за 2 часа. ARMY начали сомневаться в его здоровье, особенно после того, как узнали, что все участники BTS присутствовали на концерте Джина лично, несмотря на то, что большинство из них все еще служат в армии или имеют плотный личный график. Неназванный источник из службы безопасности сообщил, что Тэхёна отвезли в специальную медицинскую комнату после жалоб на одышку и боль в груди. Хотя его агентство HYBE Labels еще не опубликовало официального заявления, это состояние вызвало всеобщее беспокойство, особенно учитывая плотный график Тэхёна в последнее время, от съемок в дорамах, рекламных проектов до репетиций для секретной сцены, которая, как говорили, была частью глобального сотрудничества BTS. Но что сделало ситуацию еще более запутанной, так это неожиданное заявление Чингука через несколько часов после окончания концерта. В короткой прямой трансляции на платформе фан-сообщества Weverse Чингук сделал заявление, которое привлекло много внимания. «Мы все очень рады снова быть вместе. Но я знаю, что многие из вас обеспокоены. Тэхён Чон выглядит уставшим, и это касается не только вас. Я тоже это видел. Но он сильный. Он слишком много на себя нажимал в последнее время». Короткое заявление, произнесенное серьезным тоном и с встревоженными глазами, сразу же попало в заголовки различных корейских и международных развлекательных СМИ. Пользователи сети начали складывать воедино имеющуюся у них информацию. Фактически, некоторые японские фанаты опубликовали неофициальные сообщения о том, что Тэхён прошел 3-часовое медицинское наблюдение после концерта, и ему было рекомендовано не посещать никакие рабочие графики в течение следующих 3 дней. Но что сделало ситуацию еще более драматичной, так это тот факт, что Тэхён отказался отменить свой график. Сообщается, что он продолжил свою деятельность на следующее утро, даже был замечен в студии со своей новой командой по производству музыки. Отчет вызвал широкие дебаты, намеренно ли HYBE скрывали состояние здоровья Тэхёна, чтобы защитить имидж группы? Достигло ли давление индустрии на айдолов к поп-критической точке, когда артисты вынуждены пренебрегать собственным здоровьем ради профессионализма? За всем этим один горький вывод начинает находить отклик у наблюдателей. Тэхён находится на грани физического и эмоционального истощения, но он продолжает подталкивать себя ради своих поклонников. Это невероятная преданность делу, но также и отрезвляющее предупреждение всем, кто заботится о психическом и физическом здоровье артистов. В расследовании, опубликованном Нусрн, эксперт по развлечениям Ким Хёра написала, что Тэхён выполнил более 19 индивидуальных расписаний за последние 21 день. Это число не включает секретные приготовления к внутреннему проекту BTS, который, как говорят, будет выпущен около 12-й годовщины их дебюта в июне. Что именно заставляет Тэхёна так усердно работать? Почему руководство не сделало никаких заявлений относительно состояния его здоровья? Теперь эти вопросы ждут четких и официальных ответов от HYBE. Между тем, неожиданный шаг Чингука сделать личное заявление о состоянии Тэхёна рассматривается как смелый и эмоциональный шаг.
Известный как участник, который редко обсуждает внутреннее состояние группы, шаг Чингука на этот раз демонстрирует необычную срочность и обеспокоенность. На этом проблемы не заканчиваются. В другом общении в социальных сетях Чингук вставил предложение, которое показало его разочарование системой, которая требует от айдолов всегда выглядеть идеально в глазах общественности. Армии со всего мира, включая Индонезию, США и Бразилию, начали отправлять открытое письмо в HYBE, прося больше прозрачности относительно состояния здоровья участников BTS и требуя, чтобы агентство учитывало гуманитарные аспекты при составлении их расписаний. Однако до написания этой статьи не было официального заявления от HYBE относительно состояния здоровья Тэхёна. Это молчание только подогрело более смелые предположения. Некоторые наблюдатели даже сравнили эту ситуацию с инцидентом в 2021 году, когда Шуга перенес внезапную операцию на плече, а агентство предоставило разъяснение только после давления со стороны СМИ и фанатов. По иронии судьбы, концерт Джина, который должен был стать радостным праздником, вместо этого был омрачен опасениями по поводу состояния его товарищей по группе. Момент, когда все участники BTS собрались впервые после того, как большинство из них завершили военную службу, теперь стал началом более глубокого вопроса: какое давление они испытывают за блеском сцены. Эта проблема даже привлекла внимание корейского ученого, доктора Лим Джи Юн из Сеульского национального университета. В интервью Янеп Ньюс она рассказала, что переутомление среди айдолов К-поп – это структурная проблема, которая не была серьезно рассмотрена. Здоровье звезд К-поп часто осознается только тогда, когда уже слишком поздно. Система агентств, которая требует высокой производительности с минимальным временем на отдых, может создать поколение артистов, которые будут страдать физически и морально даже в молодом возрасте, сказал доктор Лим. На фоне все более накаленной атмосферы международное сообщество фанатов стало оказывать давление на Министерство культуры Южной Кореи, чтобы оно начало разрабатывать более строгие правила в отношении системы работы айдолов, включая ограничение графиков продвижения и переоценку текущих трудовых договоров. Эта ситуация также начала затрагивать общественное сознание. За улыбками и великолепными сценами такие артисты, как Тэхён и Чингук, несут немалую ношу. Если HYBE будет молчать, возможно, давление со стороны ARMY и СМИ перерастет в юридическое давление, особенно учитывая долгую историю судебных исков против крупных развлекательных компаний, которые считаются слишком требовательными к своим артистам. Станет ли заявление Чингука воротами к более честной прозрачности в индустрии? Или все снова будет потеряно на следующем блестящем этапе, как будто ничего не произошло? В молчании Тэхёна, тихих словах Чингука и реве голосов United ARMY продолжает звучать одно сообщение: человечность должна предшествовать популярности. И пока не будет официального заявления, мир может только ждать, с надеждой и страхом.